Кобило, ну що ти, скучала, поки мене тут не було? Що ти? Розказуй людям, як діло, чуєш? А дело у нее сейчас не очень, она жрет 20 литров газа на 100 километров, и это не круто. Поэтому я решил исправить это. Тут и лоху понятно, что проблема в настройке газа. А чтобы его настроить, нужно сначала, чтобы карбюратор был исправен. Да-да, карбюратор. Он тоже влияет на правильную работу газа. И в этом видосе я покажу все свои махинации, после которых у меня расход упал с 20 до 13. Откручиваем крышку, доставим фильтр. Откручиваем кастрюлю и снимаем ее. Как видим, здесь стоит модный и спортивный карбюратор Solix. Только я не знаю, он от Нивы или восьмерки. Знатоки, отзовитесь. В общем, мы тоже откручиваем эти сраные гайки, к которым невозможно подлезть. Мы его снимаем и видим первую проблему. Это бутерброд с прокладок, в котором есть ступеньки, которые мешают потоку. Проблема видна, нужно устранить. Но перед этим нужно полностью перебрать карбюратор, заменить сломанные детали. Скучное дело, но вы посмотрите.
Если у вас случайно нету лишней хромосомы, то перебрать такой карбюратор очень легко. По сути, это старший брат мотоциклетного карба. Я сгладил бормашинкой некоторые неровности, убрал щели в заслонках, чтобы не было подсоса, когда они закрыты. И вымыл, чтобы просто было приятно глазам. Поставить все обратно я не смогу, потому что голоса в моей голове будут недовольны, если я ничего не сделаю с этой грязной ржавой кастрюлей. Поэтому я ее очистил от грязи. И чтобы было не как у всех, я сделал винил в виде пламя. Орки с Вархаммера одобряют. Говорят, что все красное едет быстрее. Вот вам небольшой туториал, на 2 минуты. Проблему с прокладками я решил легко. Отметил неровности и сгладил бормашинкой. Так как здесь одна прокладка с Солекса, вторая с Озона, и на впускном коллекторе отверстия стоят шире. Переход вышел под углом. Но это временная мера. Когда будет тепло, я просто возьму и запилю коллектор под этот карп. Установив все назад, нужно завести машину и дать ей прогреться до рабочей температуры, чтобы начать регулировать редуктор. Винт холостого хода у меня был полностью закручен, и я начал закручивать винт мембраны. Его нужно крутить до тех пор, чтобы мотор начал трясти от малых оборотов. Ловим золотую середину между тем, чтобы двигатель заглох и работал. То есть ловим минимальные обороты, при которых двигатель может работать.
После чего, винтом холостого хода нужно выставить ему холостые, 800, 1000 кому сколько нужно. Периодически прогазовываем, чтобы поступила новая порция газа и чтобы увидеть изменения. Так как мы будем экономить, то вторую камеру я полностью отключил, а первую я начал закручивать до тех пор, когда двигатель начал скидывать обороты, после чего я открутил на полоборота назад. Можно еще прогазовать, чтобы увидеть, не давится ли мотор. После всех этих махинаций, расход на Волге стал 13 литров. Может, для другой машины это и много. Но для Волги это норма.